привет! Сегодня мы с вами посетим наш знаменитый Диво-остров, парк аттракционов, который находится на станции метро Крестовский остров. Это одна из самых красивых станций нашего метро Санкт-Петербурга. Она была открыта 3 сентября 1999 года и заложена на глубине 49 метров. Крестовский остров расположен между станциями Чкаловская и Старая деревня. Ну вот мы поднимаемся из этого прекрасного метро. 49 метров поднялись на эскалаторе и выходим на площадь. Парк аттракционов Диво-остров был открыт в мае 2003 года и насчитывал всего 17 аттракционов. За первый месяц после открытия парк посетило 1 миллион человек. Это за один месяц. Представляете, друзья? За время работы парк неоднократно получал различные награды. В 2004 году «Хрустальное колесо» как лучший парк аттракционов в России. В 2006 году стал победителем национальной премии «Компания года» в номинации «Лидер отрасли». По данным на весну 2022 года парк насчитывает 42 аттракциона. Это тебе не это. Не 17 аттракционов. Парк открыт ежедневно с 11 до 22, а в праздничные дни с 11 до 23. После 9 часов вечера билеты там вроде уже подешевле. В 2024 году парк насчитывает уже 46 аттракционов. Территория парка огромная. Тут и надо не один день, чтобы все обойти, все поснимать. Вот такой парк огромный. Сегодня пятница, июль месяц. Столько народу, 18 где-то 30 время. Вот такие дракошки ездят там по рельсам. Это по всему парку эта дорожка идет обзорная. Едешь и смотришь, что находится в парке с высоты птичьего полета. Смотришь на людей сверху. Вот столько народу в пятницу вечером. Это вот аттракцион называется «Звездный патруль». Какая-то фигня, я зашел там, не знаю, мне не понравилось. А это цены. Это цены вот такие. Самое дорогое это катапульта 1200, бустер 1200, ракета 1100. Остальное так. 600, 700, 300, большая карусель 450, вокруг света 1000. Катамараны, но катамараны только днем открываются, там в час дня вроде. Крутые горки, остров драконов 800, это для детей. Такие аттракциончики 200-300. Колесо обозрения вроде 400 рублей, поезд Чух-Чух 250. Вот такие цены на Диво-острове. Вот первый аттракцион, «Пятый элемент». Стоит он 500 рублей. Летающая тарелка, вращающая во всех плоскостях, на огромной скорости поднимает вас на высоту 35 метров, где меняются местами земля и небо.
Пятый элемент призван дополнить вашу коллекцию опыта мистическим чувством невесомости. Вот такой пятый элемент за 500 рублей. Это большая карусель цепочная. 450 рублей такая каруселька стоит. Народу, конечно, в пятницу. А в выходные тут вообще не протолкнуться. Можно заплатить вообще 5000, повесят браслет и катайся где хочешь. Целый день. Вот бургерная. Можно перекусить. Бургеры попить. Пивка. Лимонадику. Чаю. В общем, все радости жизни. Туалет бесплатный. Все для людей. Курить я не видел, чтобы здесь кто-то курил. Надо хопла. Стоит 300 рублей всего. Тут дети какие-то. Для детей каруселька. Школьники. На этой хопле. Почти не страшная вообще. Халява. Она начинает свое движение, хопла, за 300 рублей раздвигается, такая очередь стоять. Ну, правда, все сразу войдут, места очень много на хопле. И погнала. Весело, вверх ногами тебя крутят. Да, так детская. Для детей, грудничков. Детская каруселька. Главное, чтобы памперсы одеть. И все будет весело. Вот такая детская каруселька. Веселый аттракцион хопла. Ну, главное, недорогой, 300 рублей всего. Это свободное падение, тоже веселое. Само жизнь недорога, весело. Да, на хопле, конечно, я не знаю, для детей такие аттракциончики. Дети сильные духом должны быть. Главное не обедать, когда приходишь на такие аттракционы. Рядом ракетки летают. Там американские горки, там ракета. Все в движении. Пятница вечер. Люди отдыхают после работы. После трудной трудовой недели. Да, одни дети. От карусельки. Для маленьких. Вот такие зоны тут для отдыха. Релакс-зоны. Поросята, такая красота. Можно отдохнуть, полюбоваться. Кабачок, 13 стульев. Такие дракоши ездят за 1000 рублей по кругу. По парку можно отдохнуть, посидеть, педальками там покрутить. Или вот покататься на такой свободное падение вышки. Аттракцион такой клевый.
Предвкушение смерти хуже самой смерти. Сидят и ждут, когда рванет. Да, особенно когда ждешь, и сейчас поедет, о, неплохо. Рот рукой закрывает. Сразу видно, людям понравилось. Свободное падение, что-то вспотели как-то. Свободное падение стоит 600 рублей. Вы поднимаетесь на высоту 60 метров, а потом резко, без предупреждения, падаете вниз. Так что очень весело. Главное не потерять сознание, чтобы с сердцем было все хорошо. Да, и называется это катапульта. Неплохо. Но это наша знаменитая катапульта, которая стоит 1200 рублей. Не всякий рискнет испытать на себе настоящие перегрузки бешеного ускорения. Кто-то вполне удовлетворится рассказами барона Мюнхгаузена и его бесстрашном полете на пушечном ядре и спокойно пойдет пить чай. Но есть такие, кто примет вызов и взлетит на высоту 80 метров всего за 4 секунды. И испытает ощущение, которое невозможно забыть. А вы, кстати, примете вызов или пойдете пить чай? Пишите в комментариях, как вам такая катапульта, друзья. Ну, это типа горки американский, Великолужский комбинат, горка номер 2. Хочешь узнать, что значит прыгнуть в бездну с высоты 33 метра? Стоит это 600 рублей. 10 непрерывных мертвых петель и вертикальный спуск на скорости 90 километров в час. Как вам горка, друзья? Пишите в комментариях, нравятся вам такие горки Великолужского мясокомбината. Прикольно, я катался, мне понравилось. Скорость 90 километров в час за 600 рублей. Ну, этот аттракцион старенький. Мы с Олей тут катались 8 лет назад. Русская горка называется. На высоте 20 метров. Несколько мертвых петель, виражи. Трасса 400 метров длиной. Стоит такая горка 350 рублей. Ну, быстренько тут, минуту-две, чих-пых и все, ты уже прокатился за 350 рублей. Как-то она не очень пользуется популярностью, как Великолужский мясокомбинат. Я думал, они уже не работают. Все работают. Вот летающая тарелочка. Аттракцион. Она стоит 350 рублей.
Гидравлические цилиндры поднимают конструкцию вверх, и она, перетекая из одной плоскости в другую, создает чувство полной космической невесомости. Вот это бублигом. Как вам, друзья, тарелочка летающая? Ну а это наше знаменитое колесо обозрения, которое стоит 400 рублей. Его высота 55 метров. В 2013 году колесо заменили. Маленькое колесо было 27 метров, а это уже 55 метров высотой. Комфортные кабины неспешно движутся по кругу, и позволяя вам и вашим спутникам сполна насладиться видом одного из самых прекрасных городов мира. Это огромный парк Диво-остров. Вот. Спонсор нашей программы — Великолукский мясокомбинат. Ну, некоторые аттракционы здесь работают и с часу дня, и с 12. Самое, конечно, интересное — вот катапульта, горки американские. Ну и на колесе, конечно, неплохо проехать, покрутиться на высоте 55 метров. Народу, конечно, очень много в пятницу и каждый день. Так. Ну и, конечно же, мы не могли обойти тему космоса стороной. Мы верим, что в каждом из нас жив и ждет своего часа отважный космонавт за 1100 рублей. И специально для каждого космонавта есть почти настоящая ракета. Разрезав атмосферу на скорости 60 км в час на высоте 50 метров, вы на себе испытаете, что такое перегрузка при запуске. Вращение вокруг центральной оси позволит легко представить, что вы вышли на орбиту планеты. Такая ракетка. Как вам, друзья, нравится такая ракета? Я еще не летал на такой. Высоковато. Ну вот так, друзья, мы заканчиваем обзор. Маленький обзор Диво-острова. Это первая часть. Что, разве можно обойти все 46 аттракционов? Какая зелень, какая красота кругом. А сколько счастливых людей. Молодежь не вся у нас балуется наркотиками. Некоторые приобщаются к прекрасному. Ну, вот здесь вот касса на входе. Можно не стоять. Столько народу. Там внутри острова много касс. И цена одна и та же. Что на входе, что внутри острова. Цены одинаковые. Можно поесть, попить. Здесь есть кафешки. Пишите, друзья, как вам экскурсия по Диво-острову. В следующий раз выберем погоду и пойдем еще посмотрим что-нибудь интересное. Всем пока-пока. Спасибо, кто досмотрел. Ставьте лайки. Всем до скорых встреч.
подписывайтесь на наш веселый и семейный канал. Всем будем очень благодарны. В следующей серии я еще расскажу, какие происшествия были на аттракционах за эти 20 лет в Дива-острове. Так что ждите следующих серий.